Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Осень 2025. Октябрь, ноябрь. 2 месяца осени– это тот период, который нас концентрирует на собственном благополучии. Вопросы дома, вопросы пары, семьи и финансов. В центре внимания. Наша задача пройти какой-то завершающий невидимый этап адаптации и организовать свою личную островок безопасности, мои дорогие. Не случайно так говорю, в преддверии года 2026 года огненной лошади, где, наверное, возможно все. Но тысячи неопределенностей так как будто могут нас ожидать. И понятно, что место, как буквально нашей безопасности, может быть, вопросы дома, финансы, откуда к нам приходят финансы, каким образом. Это в целом и взаимодействие с миром, это и наша уверенность. А также астрологически, сказала бы, будет очень важно до конца 2025-го, ну, как научиться строить правильные социальные связи, какие-то правильные контакты. Забегая немного вперед, должна сказать, декабрь я не ожидаю, что он какой-то будет такой инновационно-революционный месяц или что-то резко будет меняться. Мы можем слышать разную информацию на протяжении всех этих месяцев. Это еще ни о чем не говорит. По части информации и вот какой-то каламбур. Это уже из разряда нормально. Мы постепенно к этому адаптируемся. Но сказать, что кардинальные какие-то перемены, то нет. Тут, скорее всего, те процессы, которые были запущены, ну, что-то нам будет объявлено. Правда, не на все мы влияем. Но и какая-то наша знакомая ситуация, она тоже будет проясняться. Зачем-то это все было нужно. Ну вот и представьте себя, я такой пример привожу. Подключите свое воображение, вы словно Ной на ковчеге среди бушующих волн океана. И согласитесь, вы вряд ли будете менять на ходу палубу, мачту и так далее. Нет, скорее, вы будете готовы что-то ремонтировать, латать, чинить, исходя из того, что вы уже сейчас имеете, и теми инструментами, которые в ваших руках. Вот что-то подобное могут означать месяцы осени, а уже в декабре мы некоторые итоги тоже можем подводить, потому что либо мы позволим себе, ну, даже некоторый релакс, может быть, и так. Либо, ну, некоторые вопросы возможно, и будем сожалеть, что упустили какой-то момент. Это будет иметь значение, ну, еще как минимум на ближайшие 6-8 месяцев, это точно. Итак, давайте будем смотреть. Я могу ошибаться, потому что это сугубо мое видение. Ну, поэтому я заостряю внимание именно на осени. Да что ж там для скорпионов? Давайте будем узнавать. И карты пасьянса нам о событиях конкретно. Что у вас осенью в центре вашего внимания? Уже вижу деньги, вы тоже видите, правда? Идем с вами дальше. Сами карты ложатся. О как! Не надо даже переворачивать. Посмотрите, у вас выпадает корабль, и в этом пасьянсе это у нас исполнение желаний. Ух ты! Что-то у вас такое интересное на кону. Если корабль, исполнение желания, ну вот так прописано, по крайней мере, смотрите, колчан со стрелами. Полное исполнение желаний. Я не буду судить, насколько полное, будем реалистами, но явно желание не одно. И как будто по судьбе. О, как интересно у вас сложилось. Вообще один из символов Меркурия, если мы говорим, много информации, и где-то корабль– символ перемен. Смотрите, куда-то закрытый путь. Ну, может быть, это не обязательно для вас закрытый путь. Может быть, и для кого-то в вашу сторону закрытый путь. Возможно, вы сами кому-то закрываете. Посмотрите, слушайте, у вас такие замечательные символы выпали. Исполнение желаний, да? Ну, деньги, понятно, финансовая составляющая. Деньги не ради денег, а как один из способов взаимодействия с миром. Полное исполнение желаний. Судьба, да? И добрые перемены.
Может быть, вот этот замок, знаете, это как какая-то тема с учетом всего остального, всех остальных значений. Когда вам, может быть, и надо было куда-то ехать, возможно, вы и не очень хотели. Ну или в любом случае собирались, а тут какая-то тема завершается, и ехать не нужно. А может быть, это к вам кто-то приедет, вместо того, что вы к кому-то поехали. Лебедь, верность, искренность, любовь. Ну, есть и переживания, но надо же хотя бы ложку дегтя в бочке с медом, правда? И это не есть что-то конкретное, это именно внутреннее состояние. Ну, это, наверное, всем нам свойственно время от времени. И смотрите, вот еще какой момент. У вас выпадает нож, это ссора. Может быть, из-за денег. Деньги. Возможно, это какая-то конфронтация прежняя. Или когда вот следом, как бы, да, если мы идем по порядку, следом за ссорой выпадает закрытый путь. Это вы можете какую-то демаркационную линию провести в некоторых отношениях. Может быть, и будете какой-то спор финансовый улаживать, и после этого, ну, тогда все-таки он завершится, я вижу. То есть тут разные варианты могут у нас быть. И смотрите, многое в вашей власти. Здесь могут быть, конечно, короны, символ власти, поэтому, возможно, и вам куда-то придется инстанции, чиновники, люди, наделенные властью, может быть, просто контакты. Будьте внимательны, осторожны. Но и эта власть в ваших руках тоже. Но от правильного взаимодействия будет и зависеть, ну, наверное, куда же ваш ковчег, куда ваша лодка поплывет. Здесь есть вот именно сами по себе ресурсы, как будто в этот период осени. Я смотрю, что тут у нас еще совпало, совпадает. Вы знаете, вообще-то я ничего не вижу, поэтому мы идем дальше. Три основные позиции, три основные сферы жизни. И первая – любовь, личная жизнь, в целом отношения, взаимоотношения. Что для скорпионов? Луна. С одной стороны, для людей семейных, для тех, кто в паре, Луна – эмпатия, добро, гармония, дела домашние. Это когда чувствуют друг друга, знаете, без слов. Но есть и тройка мечей. Тройка мечей всегда – это наш опыт. Причем это не сегодняшнего дня опыт, а это прежде. Вообще, любая тройка – это карта будущего. Вот вы спросите, что же это в будущем меня ожидает? Нет. Всегда это уже пережитое нами что-то. То, что мы должны перевести в опыт. И, как я говорю, здоровое равнодушие. По сути дела, часто в некоторых колодах так и прописывается выздоровление. С одной стороны, мы не можем как сбросить со счетов этот опыт, да, чтобы не было какого-то дежавю повтора. Мы, ну, более беспристрастно, безэмоционально смотрим на некоторые вещи, чтобы, если что-то нам напоминает отдаленно прежнюю минусовую, разрушительную ситуацию, мы можем как будто предупредить. И именно потому, что нет эмоций, равнодушия, именно в данном случае вот это спокойное равнодушие, оно нам помогает выяснить, может быть, даже некоторые отношения. Возможно, вот этот нож и просто не по деньгам даже, да, вот эта ссора или конфронтация, а какую-то важную тему вам нужно проговорить с тем человеком, ну, с которым, может быть, вот и были подобные тройки мечей, или были какие-то разочарования, а теперь вы это все оставите позади. Давайте посмотрим еще. Будьте внимательны. Ну да, мы как будто отказываемся. Туз мечей, какой-то лабиринт, я всегда говорю, заканчивается. Но предусматривает эта карта, что мы и сами как бы отказываемся от прошлого. Мы подводим некоторые итоги. Это до этого времени мы словно блуждали в потемках или пытались в этом лабиринте найти то место, где мы можем выйти из какой-то сложной ситуации или из запутанного положения. Но это у вас на личную жизнь, понимаете? Здесь, правда, какой-то выход из лабиринта, из темноты. При этом, смотрите, всегда пятерка пентаклей – это недостаток. И причем тут два недостатка. Недостаток по деньгам и недостаток по взаимопониманию. Вот, видимо, у кого-то все вместе. Может быть, со знаком плюс, я говорю. Эта карта чаще наш дом,
Вот именно как бы тепло даже нашего дома или само место безопасности, кстати. Есть такая колода 78 дверей. Так вот, именно место безопасности, куда нам нужно попасть, и при этом, возможно, придется договариваться с хамелеонами. Но вот если это место безопасности, то где-то все три последующие карты я могу предположить о ситуации, которая как раз про хамелеонов. Явно вам что-то знакомо. До боли, хочется сказать, поскольку тройка мечей. Но именно теперь, может быть, призвать свою дипломатию, призвать вашу интуицию, мои дорогие. А она великолепно будет подсказывать вам, как нужно себя вести. Может быть, что нужно говорить, что не нужно говорить. Сам по себе период до конца года, ну и, может быть, не ошибусь, если я скажу и на 26-й год тоже, когда не все мы можем проанализировать с позиции логики и здравого смысла. А вот подсознание наше, интуиция, как раз будет давать правильный, подсказывать вот этот самый выход. Вот вам нужно что-то как будто завершить. А что это такое? Вот есть какая-то правда, и ничего кроме правды. А что Скорпиону с этой правдой сделать? Вам как будто нужно с кем-то договориться, выйти сухим из воды, быть более спонтанным. Здесь может быть предложено как будто, ну, даже в какой-то сложной ситуации, такой своеобразный выход, может быть, хитрый ход. Или когда все-таки это у нас ведь жонглер. Ну, жонглер не маг, да, но ну, где-то с подтекстом манипуляции, да, все равно идет. А как будто жизнь другого варианта не оставляет. И здесь, знаете, если мы где-то или киноподъем, или быстро переключаемся с одного дела, может быть, на другое, или как-то рассматриваем тот же вопрос, но в другом ракурсе. Или действуем другими методами. Здесь элемент новизны в этой карте определенно есть. Тогда мы можем погасить конфликт, договориться. Или, может быть, какое-то перемирие такое. Тут желание закрыться явно. Может быть, какой-то долгий период жизни, когда вы уходили от отношений или таким образом себя защищали. Была явно какая-то разочаровывающая ситуация, которая вас, может быть, ну, так вот не просто из колеи выбила, а когда вы долгий период, даже особо, ну, к примеру, если вы даже один или одна не хотела знакомиться, или когда люди, ну, на какой-то тоже период вас перестали, в принципе, интересовать, вы вынуждены были себя защищать, да, потому что буквально было что-то со знаком минус. Вот интересно, у вас по пасьянсу выходят такие прекрасные карты. А смотрите, тут какой-то сгусток боли. Нам явно карты рассказывают на личную жизнь. Пятерка кубков. Это глубочайшее разочарование. Это может быть предательство. Это может быть и какой-то фиаско. Это все-таки про личную жизнь. Ну, пусть вы об этом никому не расскажете, но, стало быть, пусть это было очень давно, может быть, уже и годы прошли, но, видимо, какая-то история в вашей душе до сих пор жила. И что бы вы ни делали, с кем бы вы ни знакомились, или, может быть, эта история даже с родственниками, да, с близким человеком связана, тут у каждого своя же боль будет, мои дорогие скорпионы. Но я всегда говорю по пятерке кубков словами Клаудио Пинейро. Над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. То, что было, оно уже прошло. Давайте мы достанем вам совет. Но, видимо, какой-то анализ или воспоминания, октябрь, ноябрь. Посмотрите, вам как фортуна говорит, я беру над тобой шество. Это карта, кстати, скорости. И значит, по части личной жизни, отношений, может быть и любви, может быть и недавнее какое-то знакомство. Тут у кого что. Вообще даже по семье, может быть, будут такие ситуации, когда вам придется принимать важные решения. С чем это связано? Вообще от какого-то гнета надо освободиться, и нам говорят, тебе уже давным-давно пора как будто сбросить эти 10 жезлов. Есть, знаете, может быть, влияние третьих лиц на вашу личную историю. Вот мне так и хочется сказать, как будто вы, мои дорогие скорпионы, вы вообще не очень те люди, которые, ну, мне так кажется, по крайней мере, да, насколько я предполагаю и насколько я знаю. Не те люди, которые вы очень зависите от чужого мнения, но почему-то именно взаимодействие либо по ситуации, либо по людям. Из прошлого, явно из прошлого, тройка мечей. Это всегда
прошлую ситуацию, а теперь как будто выздоровление, причем такое сложное. Да, как высшие силы помогают, фортуна буквально вам улыбается. Но и самому-то нужно не удерживать вот эти 10 жезлов. Тебе как будто их надо сбросить, они тебе уже мешают. А ты их тянешь, Скорпион, и вроде как уже запрягся и привык. А что нужно делать? Да тут ведь из подвешенного вот этого состояния, сам аркан повешенный называется, а состояние подвешенное. Вам как будто нужно перевернуть на 180 градусов, чтобы был вот этот волшебный танец. Вот так Чиро Маркетти изобразил героя повешенный. Вообще повешенный, он сам себя переворачивает, чтобы увидеть с другого ракурса какую-то проблему. И явно тут она есть. Но вы знаете, я бы не сказала, что тут надо устраивать философию какую-то себе. Нет, тут, скорее всего, что-то завершилось, а вы еще до сих пор пытаетесь либо что-то тянуть, может быть, кому-то помогать, или как-то выкручиваетесь, может быть, да, может быть, правда, у кого-то сложный вопрос, возможно, и по деньгам какие-то есть прения, будем говорить, но это старший аркан, и задача-то все-таки мы вот именно на 180 градусов должны что-то предпринять, потому что если мы ничего не действуем, не делаем, или действуем как раньше, но мы не можем решить эту проблему. Еще Альберт Эйнштейн говорил, невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Если мы впряглись и тянем, ну, значит, так и будем тянуть. Я всегда говорю также, что повешенный, как Т-образный перекресток. Мы словно шли, вот мы дошли, представьте. Иногда аркан повешенный – это тоже где-то символ креста. Вот ты шел и дошел, вот ты до сюда дошел. И тебе отсюда направо или налево. Ну, понятно, это условно, потому что крест, он как раз ты можешь продолжить по прямой еще дороге, но она все равно коротка, понимаете? Смысл какой? Что нет выхода, тупиковая ситуация, мои дорогие. Вам действительно пора уже бросить эти 10 жезлов. Хорошо, пусть еще совет нам дадут заключительный. У вас действительно сейчас какой-то шанс, возможность. По тузу пентаклей это всегда, вот как высших сил, кстати, колесо фортуны, вам дает такую, ну, считайте, оказию. Может быть, это придет с каким-то известием, с какой-то информацией. Может быть, это ваше собственное решение. Вообще мы начинаем как будто почти с одного пентакля, но это условно, конечно, потому что это ведь есть еще олицетворение, как зернышко, которое мы садим в землю, а оно нам принесет прекрасные плоды. Поэтому у кого-то это как символика новых отношений. Ну, тогда их не надо там отождествлять с какой-то, я даже не знаю, абракадаброй. Там очень много карт, мои дорогие, и все запутано. Я уже не буду останавливаться, потому что это явно отдельное видео. Ну, какая-то сложная история. И вот если мы туда будем нырять, а тут нам как будто говорят: оставь. Оставь, это уже не имеет значения. Тут ты сам уже, тебе тупиков в жизни хватило. Твоя задача – идти вперед. И тебе действительно высшие силы помогают. И, кстати, планетарно ведь тоже для вас очень, именно для личной жизни. Очень добрый период, добрая энергия. Ну, наверное, все от нас зависит. Кто-то будет сидеть и вот так вот сожалеть о том, что было не срослось или не получилось. А на самом деле, ну, уже все, что могло, оно как-то развилось. Может быть, и закончилось. Поэтому все равно смотрим мы дальше. Смотрим мы на перспективу. Вопросы дома. Что в доме конкретно? Деньги. Иногда, кстати, император. Какая-то, правда, денежная ситуация может быть. И плюс еще та ситуация, которая олицетворяет здесь у нас символ власти, император тоже. Система, иерархия. Не должно быть стычек каких-то, может быть, по части закона. Или когда вы, ну, банально что-то оформляете по недвижимости. Значит, перепроверяйте. Мы не идем против законной власти, да, или мы не идем против самого закона. Тут наоборот, нужно что-то сделать с условием системы иерархии, что принято в той местности, где вы находитесь, или как это проигрывается в соответствии с законом. По императору и конфликты-то нам не помогают, когда мы что-то пытаемся тут настоять на своем. Может быть, даже это какая-то семейная или, может быть, это связано с родственниками.
Не обязательно с близким человеком. И среди родственников тоже есть такой император, который вас пытается поставить в какие-то рамки. Но есть, тем не менее, что-то от закона или от какого-то правопорядка, от системы, что нам нужно учитывать. И одновременно денег. И я так могу предположить, какие-то все-таки бумаги вам либо нужно подписать, либо оформить. И тут у каждого по-своему. Может быть, это и касается действительно у кого-то даже наследства. Вот, кстати, такое могу предположить. Ну, понятно, не для всех, но семерка мечей нам говорит, ты тут не замечтайся. Это карта, кстати, вора. Хоть нигде это не прописано. Поэтому, ну, будьте внимательны, кто входит вообще в целом в ваш дом. Может быть, какой-то человек, знаете, как приходит в вашу жизнь, выглядит типа императора под где-то вот такой красивой вывеской или позиционирует себя человек как волевую личность или ту личность, которая имеет какие-то связи, например, да, или какие-то возможности, рычаги влияния. Ну, это так может себя человека, я имею в виду, позиционировать. На самом деле такого за ним не стоит. Здесь, правда, нельзя себя дать обмануть. И у вас это получится. Вот смотрите, какая-то многоходовочка. Так и хочется сказать, ну что ты тут скажешь. Среди вас много тех, которые, в принципе, интересуются Таро, поэтому, ну, согласитесь, ситуации описывают сложные, но как по первой, даже если мы просто личную жизнь, то доброе время разобраться вот со всем этим сложным и каким-то непонятным, просто оставить это, не ворошить это прошлое и просто идти вперед. Правда, тут есть какой-то ворох противоречий, а нужно делать так, как вам хочется, мои дорогие скорпионы. И на вопросы конкретно дома. Дом это, конечно, может быть и буквально как стены, контракты, да, или подписание каких-то документов. Ну, могут быть и домочадцы. Но опять же, ваши ресурсы, посмотрите, карта победы. Будет самое главное, видимо, чтобы все как-то плясало с законом, красиво, мои дорогие. Может быть, какая-то денежная ситуация еще. Ну, здесь все вместе переплетено. Какие-то вопросы, может быть, да, через деньги. И одновременно это будет увязано с вашей недвижимостью. Значит, вам нужно, может быть, перепроверить какие-то бумаги. Где подписи, может быть, ставили. Все зависит от того, чем вы занимаетесь и где вы, может быть, давали какие-то обязательства. Я такое тоже не исключаю. Давайте посмотрим деньги. Ну, я могу также предположить, девятка пентаклей может говорить, что это та ситуация, которая вот именно лично вас касается. Финансы. С одной стороны, это ваша карта, есть какое-то ожидание, праздник. Солнце. Ну, наверное, не тяну карту больше, только достану еще один совет. Вот смотрите. По финансам, ну, я думаю, Солнце, раз у нас последняя карта, у вас действительно много возможностей и добрые перемены. Но для того, чтобы мы воспользовались этими возможностями, тут и высшие силы, как фортуна помогает, как и карта победителя, значит, даже пусть это сложное какое-то дело, нам, в принципе, где-то об этом и говорят, но, тем не менее, победителем вы выйти можете. Если даже есть какое-то противостояние, тут все равно как-то можно ну, все зависит от ситуации, поэтому перекладывайте на себя. Но это не безвыходные ситуации. Тут наоборот, можно что-то как будто на 180 градусов перевернуть. И даже на финансы. Если было какое-то, ну, может быть, и ожидание, вот конкретно, да, по деньгам, к примеру, задерживался какой-то гонорар, то явно вы его получаете. Все равно солнце, и праздник будет. Если была нерешенная ситуация по деньгам и даже был какой-то конфликт, то здесь вполне вероятно тоже как бы есть вариант его разрешить. В принципе, заработать деньги даже есть возможность. Слушайте свою интуицию. Ведь это часто не только карта ожидания, а еще и наша интуиция. Ну вот, наверное, вершина всего это как карта совет, шестерка мечей, карта заслуженного успеха. И первое, о чем говорит эта карта, тебе как будто нужно отплыть от прежнего берега. Оставь прошлое в прошлом. А также искусство мелких шагов вам будет помогать, мои дорогие. Может быть, вам куда-то придется действительно отправиться. Где-то закрытый путь,
а может быть и вообще себя как свою жизнь перестроить. Ведь это еще карта мужества. У нас, когда хватает мужества идти вперед. И, может быть, это для кого-то из вас даже будет означать, мы ведь смотрим на деньги. Вполне вероятно, это как изучение каких-то новых технологий. И пространство, эфир, интернет по этой карте всегда проходит. Для кого-то из вас эта карта будет подсказывать, прежде чем ты на что-то решишься, ты должен все равно, вот как, знаете, инструкцию какую-то изучить или какие-то знания себе добавить и идти вперед. Вот, знаете, тут даже какая-то как дополнительный доход или новый вид деятельности. Причем это не совсем вот пустое место. Поэтому или это то, что как вы, ну, где-то на авось начинаете. Да, тут есть элемент мужества, потому что есть элемент риска. Но я не имею в виду ни в коем разе какие-то лотереи. Легкие деньги опасны. Это вот я сразу говорю. На весь период Плутона в Водолее. Но если мы вот так вот все хорошо рассчитали, а может быть и жизнь заставляет нас через новый вид деятельности, ремесла какого-то, да, быстро изучить и обустроить себе дополнительный доход, например, да, или вторую какую-то профессию, ремесло мы приобретаем. Тут ведь у каждого какая-то своя будет ситуация. То тогда эта карта заслуженного успеха, она предвещает очень хорошие потом результаты, мои дорогие. Заслуженный успех, он поэтому и заслуженный, что мы делаем какие-то первые шаги. И вот это солнце, это не просто солнце, а выбор правильного направления. И, может быть, откуда к вам приходят деньги. Тут явно финансовая ситуация какая-то, которой нужно уделить внимание. И, на мой взгляд, уже глядя на весь этот ворох карт, как будто именно те деньги, которые вроде бы как есть, но денежная тема проходит красной нитью и затрагивает и вашу личную жизнь, ну и пространство дома, я бы сказала так. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. Я действительно вас люблю, но должна признаться, какая-то многоходовочка и одновременно в уравнении с множеством, да, пожалуй, тут все неизвестно, потому что мне сложно даже представить, что это за ситуация может быть, поэтому я буду благодарна вашим комментариям дважды. Пишите мне и оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.